Всем привет, это Питервиль. Всем известно, что мы тяготеем к истории и былым эпохам. А некоторым даже известно о моей, вернее сказать, нашей страсти вкусно откушать. Соединив эти факты вместе, мы пришли к выводу: снимаем кулинарное шоу, где рискнем готовить по старинным рецептам. Господа, к столу! Нет, это название шоу. И для первого выпуска мы решили взяться за оригинальный рецепт оливье из книги Пелагеи Павловны Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства» 1909 года. А настоящие хоромы для приготовления этого блюда предоставили наши друзья из капсульного отеля Q-Block, знаменитого своими завтраками. Кстати, ссылочка на ребят в описании. Ну что, к столу? Какое обилие продуктов, Николай. Изобилие продуктов. Изобилие? Да. Вас изобил кто-то? Николай, начните рассказывать, что перед вами? Бульба, или, как говорят у нас в Питервилле, картошечка. Ох, Отлично. А вот это что за ребята? Это ракообразные раки. Дальше у нас горчичка, сливки, яички, горчички? Горчички. общество горчички, яички, лимончики и особая важность – нерафинированное масло. А нам другой не надо. Это не нужно, конечно. То, что мы будем сегодня готовить, без рябчиков не имеет никакого смысла. Согласен. Поэтому они здесь присутствуют, так сказать. С ними пусть будет, а без них и не нужно. Что это такое? Что? Это огурцы, Дмитрий. Соберитесь. Сьюкамберы. Соль, перец, чеснок. А там что такое? Сосисочки. Это маленькие зелененькие оливки, Правильно. Там. а это корнишончики. А это? Масло. А это масло. Вот, кстати, самая интересная вещица на нашем столе – соя кабуль. Мы про нее расскажем чуть позже. Очень интересно. Это будет очень интересно. И самый важный наш товарищ – месье Трюфель. Он сегодня с нами. Ароматы здесь стоят, но вы знаете, это трюфель. Он пахнет божественно. Кстати, у меня есть вопрос к Николаю. Николай, вы не хотели бы поменять свое имя, например, на Люсьен? Ни за что, а что? А я вам расскажу, что есть две версии возникновения имени этого знаменитого человека, собственно, создателя салата оливье. Первая версия достаточно простая. Он родился во Франции, ему дали имя Люсьен, и затем он переехал в Россию. Скучище, согласен. Вторая версия. Он родился в семье обрусевших французов, в России непосредственно. И изначально его звали, знаете как? Как? Николай. А затем он поменял свое имя на Люсьен. Глупец? Слушайте, у меня тоже есть интересная история Давай, расскажи мне интересную историю. про кое-что, что тоже поменяло имя на Люсьен. Ничего себе. Дело в том, что однажды я подобрал маленькую котенка на улице, и это была кошечка, мы назвали ее Люся. Но когда соседская кошка забеременела, пришлось переименовать Люсю в Люсьен. Здорово, как вы так связали? Потрясающе. Потрясающе, интересно. Котята, Франция. Ну, как все догадались, это будет Непонятные салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. салат оливье по историческому рецепту 1909 года, получается. Получается так. Конечно, надо говориться, что рецепт менялся, и мы взяли тот, который нам больше всего понравился. Итак, Дмитрий, с чего мы начинаем? Я предлагаю отварить бэйби-картофель, Почему именно потому картофель? что он бэйби, и я тоже бэйби. Ну, это раунд. Ну, Малыш на драйве. Вы получаете картофель. Поздравляем вас. Я пошел варить картошечку, друзья. В добрый путь. Переходим к звезде сегодняшнего рецепта. Это наши рябчики. Знаете, что это за рябчики, Николай? Рябчики-голубчики. Почти. Это прям самые настоящие стрельные рябчики. То есть у нас тут настоящая дичь. Какая дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Только такие рябчики идут в наш рецепт. Приступим. Берем рябчика, кладем его на досочку. Так, Николай, смотрите, у нас есть грудина. Мы берем наши потрясающие ножнички, разрезаем рябчика ровно по грудинке. Я, с вашего позволения, отвернусь. Друзья, ну, пока я загружаю картошечку, пару интересных фактов. Люсьен Оливье был шеф-поваром и одним из основателей ресторана «Эрмитаж», здание которого находится на Трубной площади, оно и поныне там стоит. Сейчас в этом здании базируется театр «Школа современной пьесы», где я даже имел честь играть некоторые спектакли. Предлагаю вам пройти и почитать немножечко об этом ресторане. Жутко увлекательная история. Там отмечали свои юбилеи Достоевский, Тургенев, Чайковский играл свадьбу. Одним словом, любопытная история у ресторана. Ну что ж, картошечка загружена. Мне осталось самое важное – посолить. Запускаем рябчиков
в наш тазик. Николай, прошу вас, немножко масла сюда. Немножко? Немножко. Насколько немножко? Лейте, я скажу. Хватит! Николай, отставляй масло, берите соль, перец Беру соль, и перец. беру перец. Солите, перчите. Погнали. Достаточно, Николай. Перец. Достаточно, Николай. Как говорил Рейден, enough. Enough. В этой маленькой посудинке мы, конечно, не сможем их взбить как следует, но попробуем. Все-таки немножко сделаем небольшой массажик, чтобы они Давайте. пропитались. Как смешно эти ножки выглядят, конечно. Рябчики готовы к обжарке. Маслице, рябчики, пойдемте. Ну что, господа, один из самых сложных и важных моментов. Сковорода дымится, немножко маслица. Масло в сторону. Берем наших потрясающих рябчиков и укладываем их спинкой вверх. Первый пошел. И второй, давай-ка, тоже пошел. Ждем-с. Николай, пока, так сказать, варится моя бэби-картошечка, я предлагаю заняться вот этими красавчиками. Поддерживаю. Что мы знаем об огурцах? Что в них сила земли? Возможно. Возможно. Сила земли. Насколько я знаком с производством для салата оливье. Нужно их раздеть. Именно так. Поэтому я предлагаю вам... Раздевать огурцы. Да. Раздевайте огурцы. Знаете, существует легенда, что надо от себя. Хорошо. Чтобы ты ногти не срезал. Да, как-то... О, я Да. поехал. Все, Да. все поехал. Ну-ка. Ну все, прекрасно. Происходит процесс раздевания огурчиков. С вашего позволения, я потом отсеку ему попку. Ну, это нужно спросить у него. Без меня. По-моему, ничего. Ничего хорошего не выйдет из этого. Николай, старайтесь лучше. Да, я пытаюсь. Я не могу дождаться момента, когда отсеку попку этому огурчику. Смогу ли я это На лету? крепко держать? Нет. Прощай, попка. Ох! Ох! Хтщ! Как называется эта маленькая гильотина, вы не помните? Мандолина. Мандолина! Мандолина! Нам нужно нашинковать огурчик сюда. Кто будет это делать? Я думаю, вы попробуйте, Дмитрий. Хорошо, спасибо. Ты что, вторую попку тоже срезал? Да. Нельзя было? Ну что ж. О-о. По легенде нельзя было? Я думал, обе попки должны быть срезаны. А вот. Не так-то Да. все просто, друзья. Вы себя выдали. Не повторяйте моих ошибок, не срезайте обе попки. Так, господа, под прямым углом я подставляю край огурчика и начинаю его нарезать на мандолине. Сыграйте нам что-нибудь, Дмитрий. Чудесные звуки. Как мне сказали, японской мандолины. Японская мандолина. Я надеюсь... Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Так, у меня получается? Ну вы мандолините потрясающе, Дмитрий. Я надеюсь, что здесь будет музыка. О, ногти уже я отстрогал себе, нормально. Мандолини. Да. Николай, оцените, пожалуйста, мою работу по... От 1 до 10. Да, от 1 до 10. Вы мандолините великолепно. Николай, а сейчас эти огурчики окажутся в этой тарелочке, и они будут готовы к нашему салатику. Магия какая-то. Да. Ну, Дмитрий, а вы положите их своими ручками? бэйби-ручками. Господа. Получается, дорубливаю, так сказать. Браво. Браво. Дмитрий, Да? картофель и рябчики готовы. Господа, несите к столу. Внесите картофель. Вот такие дела. Так, картофель, ножик. Что мы с ним делаем? Мы будем ошкуривать картофель. Да, мы просто снимаем, получается, кожицу с картофеля. Дмитрий, у вас руки готовы? Предлагаю вам попробовать. Своей сильной рукой. Ну, и мы, наверное, после того, как ошкурим, будем его резать, правильно я понимаю? Да, но в оригинальном рецепте указано, что картофель нужно было нарезать выемкой размером с 3-копеечную монету. Это Ого. что, оригинальная трехкопеечная монета? Оригинальная из той самой. Николай, вы полны сюрпризов. Какой способ очистки картофеля вам более близок? Я знаю, можно сделать надрез по кругу, так сказать, по периметру картофеля. Так, и потом как конфетку просто снять? Да, Ой, как удобно. попробуем. Так, давайте попробуем. Бэйби, потейто пока хорош. магия. Ну это браво, Дмитрий!
бросайте его, Дмитрий, аккуратненько. Ага, благодарю. Ну что ж, чтобы не томить зрителя, мы остальную картошку почистим за кадром через магию. Вы готовы? Раз, два, три. Боже мой, их сразу две! Уже Вот это нарезано. скорость, вот эта скорость. Кстати, мы так и не смогли определиться размером с 3-копеечную монету. Это вот сделать монетки или объемные кубики? Напишите в комментариях ваши версии. Господа, такой серьезный и важный момент. Герой сегодняшнего нашего рецепта. Даже похлеще дичи, я бы Ну-ка. сказал. Так, аккуратно, аккуратно. Вы чувствуете этот аромат? Но это просто фантастический аромат. Медово-барбарисовый. Я чувствую даже отсюда. Вы чувствуете, как вот эта свинка бегала, искала этот трюфель? Нет, о свинке я не задумывался, но теперь я вижу это перед глазами. Ой, как красиво. Сними шляпу, это трюфель. Ты что, никогда не видел же трюфеля? Красиво. Хочу, как настоящий шеф-повар, взять этот трюфель в руку и наслайсировать его без какой-то вот помощи пластмассовых приблуд. Ни Итак, слова больше. вы готовы? Главное, господа, не наслайсировать собственную руку. Ой, как красиво. О, боже. Это просто прекрасно. И финальный. Понимаю, что это небезопасно, но очень хотелось, прошу прощения. Ать. Все трюки выполнены полупрофессионалами, поэтому Кирилл отрезал только полпальца. Полкапусты? Что такое? Полкапусты? Вы собираете улики, Дмитрий? Да, о, да, Есть точно. неоспоримые улитки против вас. Кто-то разделал трюфель. Я требую вызвать своего авокадо. Трюфель готов. А знаете что? Я не Что? так-то просто, как выгляжу. Пока я резал потрясающий трюфель, я уже давно подготовил и разделал рябчика. Вот это да. Вот Боже они. мой! Мясо, Браво, Кирилл, кости. браво. Смотрите, это сразу идет в сборку салата, а из этого мы сделаем божественный ланспик. Ланспик, вижу, у вас не мой вопрос в глазах. Ланскнехт! Ланспик – это застывший бульон, некое желе. Его готовят очень долго, вываривая мясной бульон. Он концентрируется, становится насыщенным, вот прям как демигляс. Николай, знаете, что это такое? О, вы из Франции? Да, знаете, в чем отличие демигляса от ланспика? Нет? Когда готовят демигляс, кости перед этим обжаривают. Вот и все. Вот в чем отличие. Итак, я предлагаю поставить наши кости, чтобы варился бульон для ланспика, а мяско остается здесь. Отлично, а я пока сыграю вам на пинцете. Господа, я тоже не терял времени даром, отварил раков. Кстати, в более поздних рецептах салата оливье упоминалось, что вместо раков можно добавить туда 1 килограмм омаров. И этой роскоши есть объяснение. Дело в том, что после смерти знаменитого повара ресторан «Эрмитаж» перестроили, сделали гораздо роскошнее. Поэтому и в рецепты стали добавлять много всего роскошного. Но нам незачем пускать пыль в глаза, поэтому раки. Итак, Дмитрий, у нас появилась вот такая красивая посудина, у нас появился венчик. Как вы думаете, для чего? Взболтать? Взболтать, но не смешивать. Наконец-то мы добрались до провансаля. Ну или, нашими словами, майонез. Только никому не говорите. Так это царь стола. Царь во дворца, царь во дворца. Это царь стола, с ним все залетает как по маслу. Но самое важное, вот я, честно говоря, не очень люблю покупной майонез, я люблю его делать сам. Хотите, поделюсь? Да, Дмитрий, мне нужна ваша помощь. конечно. Пожалуйста, половинку лимончика. Нужно А как я? разрезать его. Разрезать. Ручкой своей Хорошо. сильной. Ух, ребятки. Ну куда вы отнесли? Мы же сюда будем это все складывать. Так я хочу, чтобы все посмотрели, как я ну всей своей хорошо. сильной рукой режу лимон. Хорошо, а после этого можно обратно поставить? Конечно. Блин, все, это готово. Половинку лимончика сюда. А это? Половинку лимончика вам в ручку в сильную. Так, и что? Ставим на место. Итак, Так. нам нужно много масла, потому что этот соус, по сути, состоит из масла. А также яичек. Думаю, достаточно. Дмитрий, что это? Дайте я дам вам понюхать. Ну, это такое ощущение, что это пижонское. Да, пижонская горчица, вы имеете в виду? Абсолютно верно, это Запах пижонская просто горчица. великолепен. Да. Пока не будем борщить, немножко горчички. Горчички? Яички. О, могу И у нас- разрезать пополам. А вы Да. можете отделить, между прочим, белок от желтка? Легко. Да? Ну-ка, Да. покажите. Риск – дело благородное. Давайте, Дмитрий, мы верим в вас. Я врун. Кстати, Рун-рун-рун. а мне нужно сюда вылить что? Только желтки. А, так мне нужна дополнительная посудинка, чтобы Легко, вылить Дмитрий, у белок. вас есть дополнительная посудинка. А я Это пока рот. буду жонглировать И яичками. это рот. Так, друзья, что ж, мы расщепляем Так. яичку. На атомы. Ну, вы делаете это великолепно. О, да. Так. Так, Ой-ой-ой, На- Дмитрий, осторожно, осторожно. так, Хорошо. насколько из... Это Деся- просто 10 потрясающе. я делаю. Все.
Забрасываем А туда. надо 2 или 1? Надо сейчас 2, потом посмотрим, как пойдет. Блеск. Так, хорошо. А что делать с белками? С белками. А белки мы потом взобьем и сделаем потрясающее суфле. Получается, второй желточек Всё, готов, отправляйте его и я туда. отправляю его. Блеск. Скорлупки давайте мне, Дмитрий. Спасибо большое вам, Белок я Кирилл. вас заберу. Теперь, Белок. Дмитрий, вам Да. нужно выжать половинку Выжать? лимона. Так, Но свои- в этот раз не вашей сильной рукой, я вам помогу. У нас есть вот такое я могу специальное помочь вам загрузить. средство. Правильно? Вот Пожалуйста. как? Вот так или так? Кулинар. Ну вы посмотрите, как форма выглядит. Как по-вашему, должен лежать там лимон? Ну, видимо, так. Ай, молодца. Итак, Кайф. выдавливаю соченго. О! Могу я руки помыть сейчас? Конечно. Держите. Так. Остались считанные мгновения. Так, это перец, да? Это у вас перец, да? Это перец, Мгм. да. А это у вас соль, да? Абсолютно верно. Мгм. По вкусу, господа, по вкусу. Если вы не хотите, можете не добавлять сушеный чеснок. Кто-то даже любит свежий чеснок добавить. Но мне кажется, что это перебор, честно говоря. Итак, замешать это дело! Поехали? И теперь буквально через пару часов Теперь- у вас будет готовый соус. Да, прям этому- смело прям сбалтывайте. 6 hours later. Вот, Дмитрий, не прошло и полчаса, вы все вот взяли и замешали уже. Секундочку. Своей нужна проба. сильной рукой. Ну-ка. Ну, это божественно. Чтобы довести провансаль до ума, нам осталось добавить всего 2 ингредиента. Какие? Первый довольно нехитрый, Дмитрий, вы размешиваете, я буду вам по чуть-чуть вливать сливочки. Еще немножко. Достаточно. 33%, судя по всему, я вижу. Да, мой вклад в ипотеке. Итак, и теперь, Дмитрий, помогите, пожалуйста, мне вот со вторым ингредиентом. Не могу до него дотянуться, к сожалению, потому что не могу. Еще одна звезда нашего вечера. Соя кабуль. Соус, который идет в оригинальный рецепт оливье. Хотите, я вам расскажу кое-что про сою кабуль? О, да, потому что я ничего не знаю о сое кабуль. Дело в том, что в былые времена соей, по большому счету, называли любой соус, который шел к мясу, к рыбе, в салаты. И это никак не было связано с соевыми бобами. А вот именно соя кабуль, чем она выделяется из этого списка, она сделана именно из соевых бобов. Пикантный соус, который идет тоже в наш провансаль. Отдельный момент. Ищем мы, значит, рецепт соя кабуль. Ну, так как в наше время как будто бы это не найти. И тут оказывается, что товарищество с кулинарной ответственностью делают сою кабуль в наше время. Подумать только. Это очень удобно, потому что вот приправа к рыбе, говядине, телятине, холодным блюдом и оливье. Москва. И оливье. И оливье. Ну, просто почувствуйте этот аромат. О, ну это просто Это просто восхитительный душа аромат. оливье. Так, Итак, насколько я знаю, аккуратненько. там довольно много нужно добавлять. Пошло О, дело, пошло дело. Мешать. Давай, союшка, союшка. Так, все, достаточно. Что, мы приближаемся уже к финальному варианту. И это получается уже почти настоящий. Кстати, почему соус называется провансаль, вы знаете? Я не знаю, кстати. Дело в том, что масло, которое идет для приготовления этого соуса, бралось именно там, в Провансе. О, Прованс. Конечно. Как я скучаю по Провансу, честно О, говоря. боже! Просто восхитительный аромат. еще небольшая Еще проба. соя кабуль. Соя кабуль, выбор бабуль. Но это великолепно. Дмитрий, Да. я вас поздравляю. Соус готов. Ну, Николай, должен вам сообщить, что Дмитрий приготовил потрясающий провансаль. А как у вас тут дела? Дело в том, что пару минут назад, когда я сказал, что отварил раков, я немного лукавил. Да? Но вот теперь они действительно готовы. Николай, я тоже немного лукавлю. Вы отварили раков, а я их уже почистил. Вот они, раковые шейки, все готово. Магия Ютуба. Магия получается, вот так вот. Господа, все ингредиенты готовы. А в чем мы будем подавать салат? Такое блюдо подавать только в хрустале. О, боже Согласен, мой. полностью согласен. Господа, Что случилось? ланспик подоспел. Я мигом. Ждем. А пока мы ждем, А я предлагаю начать выкладывать первый слой. А первым у нас идет что? Как они называются? Обрезки картошечки. отрезки. Да, друзья, выкладываем первую ступень салата, так сказать. Вот они, 3-копеечные монетки посыпались. Пошли. Я все. Следом что у нас? Обрезки рябчика. Будет это все делаться деликатно. И достаточно для первого слоя. Эти обрезочки мы оставим для последующих слоев. А я вот знаю, Николай, что далее первые вот эти 2 слоя, а именно картошечку и рябчиков стрельных, нужно смазать нашим прекрасным провансалем. Кстати,
должен заметить, что он настоялся в холодильнике, приобрел нужную консистенцию и температуру. С вашего позволения, Конечно, сказать, конечно. мазну рябчиков. Господа, господа, смотрите, кто пожаловал, ландспик готов. А как мы будем добавлять его в салат? Мы его зарядим в кондитерский мешок. Я заряжен. Николай, вы? Процентов на 90. Кирилл, а почему ланспик не заряжен? Не прав, сейчас поправлю, А меж тем мы домазываем уже практически наш, получается, слой. Широкими мазками работает маэстро. О, да. Итак, кажется, я заканчиваю домазывать этот слой. Прекрасно. Следующий на очереди огурчики. Огурчик-рик! Так же элегантно, как выкладывали рябчиков. Так же элегантно, как рояль. Да, всё. Вообще, надо сказать, что в этом есть особое эстетическое удовольствие. Готовка именно этого салата. Не просто шинковать привычный нам оливье к новогоднему столу, а Согласен. здесь пинцетиком мы выкладываем, что-то там мажем. Ланспик трясется от страха. Чувствую своего рода медитацию. Да. Надо еще отметить, что с каждым слоем Он все выше. неплохо. А еще новогоднее настроение приближается с каждым слоем. Это И точно. прямо аромат уже витает потихонечку. Пока Николай тут делает, я вам ароматика отправлю чуть-чуть. О. Так, Николай, ну это просто какой-то удивительно свежий слой, надо Благодарю. сказать. Да. Далее нам следует добавить картошечку, оливочки, корнишончики и этих красавиц. И Раковые красавчиков. шеечки. Оп. Тогда я добавлю корнишончик. Тогда я добавлю оливочку, Ну что ж, картошечку придется а на картошечку шеечку. шик на картошку. Теперь это мы все разровняем аккуратненько ложечкой. Равнение на оливьешечку. Да. И этот слой нам снова нужно смазать соусом провансаль. Иди сюда, мой король. Я очень хочу поскорее, чтобы пробили часы 12. И я отведал этого оливье. Вот чего я по-настоящему хочу. Ну вот, кажется, наши раковые шейки достаточно покрыты провансалем. Следующим слоем у нас снова идут рябчики. Все, что осталось здесь, выкладываем туда. Аккуратненько. И после этого начнем формировать горку. А знаете, на что похожа горка? На новогоднюю елочку. Ну, точно. Мы, кстати, к нему неумолимо приближаемся, к Новому году. Подарочки подготовили, Дмитрий? Да. Шучу. Нет. Конечно, нет. Готово. Так, ну что ж, а я тем временем быстренько снова промазываю Быстренько и уже профессионально. О, Не первый да. раз человек промазывает. провансалем, так сказать, действительно. Следует сказать о том, что дальше слои будут повторяться, но непременно формируем горочку. Промазка этого слоя окончена, и, как вы все видите, господа, у нас подходят к окончанию наши ингредиенты на столах. Хочется бурить. Проделываем отверстие в центре нашей горки для того, чтобы воткнуть туда любимый салат Леонардо Ди Каприо. Ну, я бы не так не утверждал, конечно, что он прям любимый. Итак, нам нужно с вами отрезать аккуратненько несколько листьев салата, которые в Николаеву скважину потом мы вставим, так сказать. Сколько, Николай, вам? Листиков 5, ну, может быть, 6. Хорошо. Вот мы сформировали с вами букет из листьев салата. Сейчас начнется погружение в Николаеву скважину, так сказать. Абсолютно верно. Да? И... И 3, 2, 1. Салат. Ну, посмотрите, Вот же он. я думаю, Господа, практически подбой курантов. Господи, господи. Все зарядил, все готово. Вы посмотрите, что у нас тут Дмитрий, есть. нужна Да. ваша помощь. Какая? Нужно сделать маленькую дырочку. Сестра? Срочно, иначе я не смогу добавить этот потрясающий ланспик Надо на резать. салат. Как раз есть чем. Самую... Ах, сеточкой сейчас как нанесу на Николаеву скважину. Давай. Атакую ланспиком наш И салат. что, и получится прям сформируется сеточка? Добавляю ланспик. Ой, как красиво. Ой, ну это здорово. Друзья, прошу не судить строго. Ребят, они первый раз выдавливают ланспик на салат. Господа, ну, честно говоря. Ну, а никто не видит, слава богу, за листьями. О боже, ланспик просто бомба. Так, Ты это видел? Ты это видел? смешно, это струя.
Так, достаточно. Так, Николай, могу ли я у вас обменять ланспик на остатки рябчика, который мы хотим добавить? Честная сделка. Отлично. Благодарю вас. Так, красота. Дмитрий, Да. пинцет. Спасибо большое, маленькая сестра. Здрасте. Итак, нам осталось немного. Рябчики, трюфеля и раки. Так. Кто будет выкладывать трюфеля? Так и быть. Вам выкладывать трюфеля. Известный трюфелитье сейчас выложит, так сказать, Некий трюфель. некий, да. Мне нужно вот так вот, как, По красоте. как ветряночка. Вот по красоте. Как будто салатик заболел ветряночкой, да? Боже мой. Как бы мне хотелось, чтобы вы почувствовали запах Аромат настоящего... восхитительный. Не запах, да, аромат, извините, пожалуйста. По старшинству вы положите финальную такую, значит, изюминку в виде рака, а я положу остатки рябчика. Вот это изюм. Вот сюда. Ох, он хотел выпрыгнуть отсюда. Ударение можно правильно Ударение ставить, да. Итак, рябчик сюда. Сюда. Рябчик сюда. Ага. Рябчик сюда. Вот этот рябчик пойдет сюда. Тебя я тоже добавлю. А сколько у нас кусочков рябчика? По числу ударов часов новогодних, да? Да, получается 12. Да, 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. и этот рябчик сюда. Мы тут все прибрали. Николай, вам финалить. Финальное Уступаю украшение. место. Рак номер 1 отправляется Как его зовут? Валентин. Валентин. Рак Валентин. Трифон. Я чуть-чуть подверну. Ой, хорошо. Что Ой, как Валентин, красиво. Трифон. Ты добавишь к ним даму или нет? Даму. Ракиню. Ракиню. Надо сказать, что раки такая яркая деталька, как будто вот действительно на елочку повесили красный шарик. Да, О, Дмитрий? да, божественная Да. метафора. А как зовут Ракиню? Прасковья. Валентин, Трифон и Прасковья, Ну что ж, друзья, господа, так сказать, Мы можем подавать наше украшают блюдо. этот чудесный салат. Поглядите на эту красоту, а? Оливье по рецепту 1909 года. Честно говоря, я не могу поверить ни своим глазам, ни другим Не то, что ощущениям ваши своего руки это тела. создали, Да, потому получается. что тогда-то, естественно, мы все читали о том, что вот существуют оригинальные рецепты оливье, сложный, много мяса, там рябчики и так далее, сложно. Но я не мог себе вообразить, что мы сделаем его вот этими руками, вот этими руками, вот один за всех и... Все за одного! Мы переходим к самому волнительному моменту сегодняшнего вечера. Итак, Кирилл, Благодарю. ваше оружие. Николай, ваше оружие. Мое оружие, господа, к столу. Ну что ж, откушали на славу. Насытились не только физически, но и духовно. Обогатились, так сказать, интересными фактами. Ежели и вам понравилось, захотелось срочно побежать на кухню или просто началось обильное слюноотделение, будьте так любезны. Подпишитесь на канал, поставьте «Любо» под этим видео и нажмите на колоколец. Это весьма помогает развитию прожекта. А ежели желаете глядеть новые выпуски раньше других, да наслаждаться эксклюзивными материалами, подписывайтесь на наш Бусти, ссылка в описании. Ну что ж, господа, с наступающим Новым годом! Ура! Так, ну я все, неси колбасу. Неси колбасу. Мандаринку можно мне, пожалуйста? Держи на мандаринку. Вот она. Раковые шейки, давай рябчики. Ну-ка. И... Ты прям бросил колбасу туда? Немножко. Ты бесстыдник совершенно. Идите попробуйте Классика, тоже. не стареющая классика. Да.